Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. Зовут меня Женя. Вы на моем канале «Счастье в нас самих». И сегодня, как и каждый день, совет Таро на завтра. Что же нам посоветует Таро на день грядущий? Первое, что посоветует нам Таро на день грядущий, это, если есть такая возможность, провести больше времени с семьей. Это доставит вам радость, удовольствие. Для некоторых из вас, насколько я здесь вижу, даже запланированы какие-то встречи. Эти встречи больше я вижу на природе. Если это выходной день, я понимаю, что сейчас лето, и это просто здравый смысл, и карта просто это подтверждает. Ну, а если это не рабочий день, насколько я понимаю, все равно какая-то встреча вас ждет именно с кем-то, с родными, с близкими. И это не один-два человека, это какая-то, ну, может быть, даже для некоторых из вас, я хотела сказать по-английски, простите, пожалуйста, вот как это странно работает. Предсказываю на русском, английские слова приходят на ум, предсказываю на английском, русские слова приходят на ум. Вот, поэтому приходится переводить. Так вот, у некоторых из вас ожидается какой-то действительно запланированная встреча или празднование чего-то, или просто времяпровождение с родными и близкими. И если это рабочий день, насколько я понимаю, что это будет уже после работы. Опять это уже здравый смысл, а не карты. Ведь смотрите, на карты надейся, а сам не плашай. Есть такое выражение в других, ну, немножко по-другому, вы все это знаете. Но дело в том, что когда мы рассматриваем какие-то ситуации, и иногда даже мои клиенты говорят, ну это же понятно. Я говорю, ну значит карта просто подтвердила то, о чем вы думали, и то, чего вы хотели. Карты просто это подтвердили. Это же не обязательно, что карты скажут вам что-то новое. Это, если карта подтвердила или то, о чем вы думаете, или то, к чему вы стремитесь, и карты вам показали, там, например, событие, которое подтверждает это значит только, что вы на правильном пути, и вы приняли правильное решение у себя в душе, а карты только помогли вам утвердиться в вашем решении. Давайте посмотрим. Дальше. Вы знаете, по поводу этой встречи некоторые из вас будут переживать, и еще как это может проиграться. На этой встрече вы узнаете какую-то информацию, которая на какой-то момент вас расстроит. Но по этой карте, эта карта говорит о том, что та информация – это самое худшее, что могло произойти. Все это остается на уровне информации, и эта же информация в ближайшем будущем покажет вам путь именно к улучшению и покажет, что не все так страшно, как вы себе это представили именно в момент появления информации. Ну и опять же, это все карта подтверждает то, что я сказала. Информация может вам не понравиться, может вас расстроить, может вас напугать, но чтобы вы знали, что это все только информация. И опять же, иногда вот тут, потому что я вижу информация, которая к вам придет, она была высказана на определенных эмоциях человеком, который имеет свое определенное мнение и свой определенный подход к жизни. А вы поймете, может быть, не в этот день, что все, что произошло, ведь информация будет о каком-то событии, и вы поймете, может быть, не в этот день, а может быть, на следующий день, что эта информация нужна была вам для того, чтобы вы могли открыться и от чего-то освободиться и очиститься.
И, соответственно, по тузу кубков ваше состояние станет не просто прекрасным, а вы почувствуете определенное вдохновение по поводу чего-то. Может быть, эта информация освободит вас от чего-то, при всем при том, что изначально будете переживать, и даст вам определенную уверенность, и даст вам вдохновение.